Всем привет! Упертая надежда российских властей на возрождение российского автопрома, по сути окончательное превращение его в китайский, привело к тому, что разрекламированный некогда серый импорт автомобилей из-за неизменного таможенного законодательства сворачивается, не успев толком развиться. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк. За это в конце с меня анекдот. А вы знали, что на Автоспот можно не только найти лучшее предложение по стоимости ТО, но и посмотреть рейтинг сервиса и отзывы реальных клиентов? Поэтому, если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля, как у официальных дилеров, так и в независимых проверенных автосервисах, то вам на автоспот.ру. Ссылку на секретные акции, скидки и спецпредложения я оставил в описании. Пользуйтесь. Там же вы найдете лучшие предложения на новые автомобили. На самом деле причины тяжелой ситуации с серым импортом просты и незамысловаты. Ввозить автомобили в Россию могут как физические лица, так и юридические. Юрлицу-автодилеру возиться с ввозом из-за рубежа одной-двух легковушек экономически неинтересно. Вот партия в 10-20 штук – то, что нужно. Но засада тут в том, что модели машин, продающиеся на рынках других стран, как правило, не сертифицированы для России. И чтобы торговать ими у нас, требуется оформить одобрение типа транспортного средства. Этим делом занимается НАМИ. Не бесплатно, разумеется. И как показывает практика, очень медленно. Получить ОТТС на машину за пару месяцев считается чуть ли не космической скоростью. Морозить средства на неопределенный срок в ожидании сертификации автодилер позволить себе сейчас не может. По идее, можно использовать схему ввоза автомобилей в Россию с помощью оформления на физлиц. Когда россиянин привозит транспортное средство для себя, никаких ОТТС ему оформлять не требуется. Достаточно быстренько от нескольких дней до недели получить в одной из аккредитованных конторах свидетельство о безопасности колесного транспортного средства, конкретно на его авто. Но тут проблема в том, что как только физик начинает импортировать машины пачками, таможня идентифицирует его как предпринимателя-перепродавца со всеми вытекающими юридическими и налогово-пошлинными последствиями. Получается, что организовать более-менее масштабный и стабильный канал ввоза в Россию машин по серому с использованием физлиц не получается. Таким образом, серый автоимпорт сегодня фактически не работает. Из отечественных автодилеров выживут лишь немногие, сумевшие прислониться к китайским автобрендам и АвтоВАЗу. А российских автовладельцев ждет ползущий коллапс предложения на рынке новых автомобилей. Правда, теплится еще надежда, что через год-другой китайцы с какими-нибудь иранцами наладят поставку и сборку своих машин в РФ. Ведь родимый АвтоВАЗ обеспечить нас своими автомобилями толком не сможет. Всего 400 тысяч единиц продукции обещает он выпустить в этом году, при потребностях отечественного рынка на уровне более 1,5 миллиона в год. Эту жажду серый импорт мог бы удовлетворить очень быстро, если бы не надо было отдавать на таможне при ввозе каждого автомобиля в страну порядка 50% от его стоимости. А как думаете вы, спасут ли серый импорт? Пишите в комментариях. Ну и обещанная мною шутка юмора. Наши люди в булочную на такси не ездят. Нашим людям булки из булочной привозит домой курьер.